Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Телефон зазвонил в 2 часа ночи, и Маркус Хейл не пошевелился. Он лежал на узкой койке внутри переоборудованного грузового контейнера на окраине колонии Марс-7, глядя на ржавый потолок над собой. Металл был покрыт шрамами и облупившейся краской, пятна распространялись, как медленная инфекция. Он считал эти пятна часами, потому что сон давно покинул его. С тех пор, как Кеплер-9, или, может быть, операция на Веге. Миссии сливались друг с другом, теряя смысл. Телефон продолжал звонить. Маркус, наконец, протянул руку, поднял трубку и приложил к уху. «Сэр», — сказал нервный, напряженный молодой голос, такой, который все еще верил в систему и приказы. Новичков всегда посылали звонить ему. Что-то вроде ритуального наказания. «Сэр, я обязан спросить вас, задание критическое, я не стал бы звонить иначе». Маркус не сказал ни слова. Линия была наполнена тягостным молчанием. «Думайте об этом как о празднике», — спешно продолжал агент. «Элитный корабль, лучший в галактике. Личный люкс, еда высшего класса и полная дипломатическая неприкосновенность». Маркус закрыл глаза. Ржавчина все еще жгла за веками его вековых веков. «Когда вылет?» «Завтра, 8 часов, док 17. «Спасибо, сэр. Земля ценит вас». Маркус отключил звонок и уставился в темноту. Через мгновение он встал, снял сумку, которая никогда не покидала его, и начал паковать, хотя она уже была собрана. «Праздник», — пробормотал он. Звездный восход выглядел точно так, как обещали рекламные голограммы: 17 уровней плавающего изобилия, обернутого безупречной белой обшивкой и увенчанного обзорными куполами, стоимость которых превышала целые поселения. Маркус стоял у окна своей имперской каюты, наблюдая, как звезды скользят мимо в молчании. За его спиной шелковые простыни, настоящее дерево и проточная вода, не рециркулированная, а настоящая вода. Роскошь для тех, кто никогда не волновался о последствиях. Билет называл его Элиас Уорд, беспечный псевдоним, который он собрал за секунды, скрутив свое настоящее имя в что-то легко забываемое. Хейл стал Уордом, Маркус — Элиасом. Неразборчиво, но ему было все равно. Он был здесь не для того, чтобы скрываться. Он был здесь, потому что командование верило, что сказки стоят того, чтобы их искать. Файл миссии лежал открытый на кровати. Одно изображение, одна женщина. Голубая кожа, глубокая, как океан, сумеречные волосы, как мягкие медные лепестки, падающие на плечи, глаза фиолетовые с золотыми вкраплениями света. Лира Каэль Валора, возраст примерно 30 с лишним, род занятий неизвестен, место проживания неизвестно. Слишком много неизвестного для приоритетной цели. Краткое содержание миссии было простым — найти меч Аркуса. Мифический артефакт, существовавший до записанной истории. Истории, предназначенные для детей, а не для оперативников. Но кто-то достаточно влиятельный верил иначе. Маркус отправил файл в каютный инсинератор и наблюдал, как он горит. «Ладно», — сказал он. «Праздник, значит». Главный обеденный зал «Корона Ориона» был создан, чтобы внушать страх, кристальные стены, искусственные туманности и цены, способные обанкротить города. Маркус выбрал место в углу, спиной к стене, и заказал дорогое вино, не глядя. Он инстинктивно сканировал зал: торговцы, любовники, дежурные охранники, пришельцы, азартные игры в тенях. Затем она вошла. Образ лгал. Лира двигалась, словно текущая вода, уверенно, неторопливо, светящаяся. Ее кожа меняла цвет по цветам, темнела в тени, светилась там, где люстры касались лица. Волосы были короче, обрамляли глаза, не светящиеся, а просто интенсивные. На ней было черное платье, которое, казалось, поглощало сам цвет. Маркус держал дыхание ровным. Она направилась прямо к его столу и села. «Это место занято».
— спросила она, улыбаясь так, как будто уже знала ответ. Она подняла его бокал, выпила и поставила его на стол. Проверяешь выходы каждые 2 минуты, сидишь спиной к защите и заказал самый дорогой предмет без колебаний. Интересный человек. «Может, я люблю вино», — ответил он. «Может», — сказала она, протягивая руку. Лира. Элиас Уорд. Странное имя. Она рассмеялась. Мне нравятся странные люди. Дни сливались с ночами. Они гуляли по пустым палубам на рассвете, завтракали в ее каюте, делились историями, полуправдой, полуложью. Она рассказывала о Валаре, потерянные миры, утопленные города, павшие империи. Он рассказывал о земле, океаны, умирающие люди, бегство без конца. Лгали там, где это имело значение, и были честны там, где это считалось важным. На 4-ю ночь она победила его в шахматы. «Ты позволил мне выиграть», — обвинила она. Он не позволил. Это его раздражало. На 6-ю ночь она поцеловала его, чтобы скрыть убийцу. Она убила вилкой до прибытия охраны. «Настоящие официанты не дрожат», — объяснила она. Он впервые за годы рассмеялся. К 7-й ночи Маркус влюбился, и это пугало его больше любого врага. Кто-то охотился за ней. Он убил 2 предполагаемых убийц ручкой с холодной точностью. На 8-ю ночь корабль взорвался. Пожар, паника, сбой гравитации. Он бежал к ней не для спасения. Оставался один спасательный модуль с биометрической блокировкой. Он затолкал ее внутрь, поцеловал 1 раз и запечатал дверь. «Это был лучший праздник в моей жизни», — сказал он, когда модуль стартовал. Она кричала обещание в пустоту. Маркус повернулся к пламени. Праздник окончен. Маркус Хейл не умер на «Звездном восходе», хотя большинство отчетов утверждало обратное. Огонь пронзал верхние палубы, вакуум уносил тело в космос, а взрыв расколол корабль, словно сломанный позвоночник. Маркуса выбросило на рушащуюся переборку, его ребра разлетались при мерцающей гравитации. Он помнил, как подумал, это плохой конец, не героический, не значимый, просто шум и жар. Он полз сквозь дым, следуя за аварийным освещением к аварийному выходу, которого не должно было существовать. Он нашел его, потому что всегда находил то, что никто другой не замечал. Технический спасательный модуль, скрытый за ложной обшивкой, предназначенный для контрабандистов и инженеров, а не пассажиров. Он взломал его, истекая кровью, дрожа и тихо смеясь. Модуль стартовал ровно в тот момент, когда восход исчез в белом вспышке, поглотившей звезды. Он очнулся через несколько дней, дрейфуя между звездами, системы полумертвы, воздух разрежен. Маркус ремонтировал модуль с помощью проводов, зубов и упрямства. Он рассчитывал дыхание, воду, боль. Когда через неделю спасательный корабль нашел его, они едва узнали человека внутри. Командование Земли не праздновало его выживание. Его стерли. Объявили мертвым, запечатали файлы, сожгли записи. Маркус Хейл официально перестал существовать. Элиас Уорд тоже не вернулся. Он стал чем-то иным. Призраком с шрамами и без цели. Прошли годы, измеряемые контрактами и кредитами. Маркус работал на внешних колониях, участвовал в пограничных войнах, частных миссиях, хорошо оплачиваемых и с меньшим количеством вопросов. Он старел медленнее, чем ожидал, боль умеет сохранять людей. По ночам ему снилась голубая кожа и фиолетовые глаза женщины, кричащие его имя, исчезающей среди звезд. Он никогда не говорил о ней. Он считал ее мертвой. Спасательные капсулы не были щадящими к чужой физиологии, а галактика была жестока. Надежда была опасна. Он похоронил ее глубоко. 8 лет спустя Маркус находился на станции Харон, месте, построенном внутри мертвой Луны. Бар пах маслом, специями и сожалением. Он сидел один,
потягивая что-то крепкое и жгучее. Его отражение в стальном прилавке выглядело старше, суровее, линии, высеченные насилием. Рядом с ним села женщина, не спрашивая разрешения. «Похоже, вы кого-то ждете, чтобы убили», — сказала она. Маркус слабо улыбнулся. «Жду уже давно». Она передала ему датачип по прилавку. Ее глаза были человеческие, коричневые и уставшие. «Кто-то хочет с вами встретиться», — сказала она. Он не взял чип. Люди перестали хотеть встречаться с ним года назад. Она наклонилась ближе и прошептала. «Валора все еще стоит». Его рука замерла. Валора. Мир, которого не должно было существовать больше. Он взял чип. Координаты привели его за пределы карты, через нестабильные маршруты и умирающие звезды. Его корабль «Тихое решение» протестовал при каждом прыжке. Когда он прибыл, он обнаружил скрытую систему, обернутую оборонительными сетями старше современной науки. Валора была там, голубые океаны, парящие континенты, башни, выросшие, а не построенные. Она была прекрасна и ранена. Его корабль был немедленно захвачен, втянут в живой док, который сомкнулся вокруг него, словно лепестки. Вокруг стояли вооруженные охранники, оружие гудело. Он медленно поднял руки. «Отведите меня к ней», — сказал он. Они не спросили, кого. Лира Каэль Валора стояла на балконе, наблюдая возрожденный город. Теперь она носила доспехи, украшенные символами скорби и власти. Ее волосы стали длиннее, с серебряными прядями, глаза ярче, жестче. Когда она повернулась и увидела его, время сломалось. «Ты умер», — сказала она наконец. «Я пытался», — ответил он. Она преодолела расстояние между ними и ударила его по лицу достаточно сильно, чтобы пошла кровь. Затем обняла его, крепко и дрожа. «Я видела, как твой корабль взорвался», — прошептала она. «Я искала тебя в пустоте годы». «Я знаю», — сказал он. «Мне жаль». «Извинения мало», — ответила она, — «но сойдет». Они говорили часами, днями, истины выливались наружу. Лира выжила в капсуле, ранена и одна, пока разведчики Валоры не нашли ее. Она вернулась домой на мир, находящийся под осадой. Враги охотились за мечом Аркуса, веря, что он способен объединять или уничтожать цивилизации. Артефакт был реальным, а не мифическим. Он реагировал только на жертву. Она перестроила Валору в крепость, готовую к буре. «А ты», — сказала она, глядя на него, — «была моей жертвой». Маркус почувствовал тяжесть этого в своих костях. «Ты привела меня сюда, потому что я нужен тебе». «Да», — сказала она без колебаний. «Меч требует человека. Человека, который отдал все. Ты не знала это, когда спас меня. Этот выбор связал тебя с ним». Он горько рассмеялся. «Фигуры. Всегда больше последствий». Она нежно коснулась его лица. «Я никогда бы не попросила, если бы был другой путь». Он встретил ее взгляд твердо. «Тогда перестань спрашивать и скажи, что будет дальше». Над ними начали звучать сирены. Вражеские флоты выходили из гиперпространства. Буря пришла. 8 лет, — сказала она. 8 лет на подготовку. Маркус треснул шеей и потянулся к оружию, которое давно не носил. «Праздник», — пробормотал он снова. «Похоже, наконец становится интересно». Небо над Валорой горело незнакомыми звездами, когда вражеские флоты прорвали оборонительный занавес. Маркус стоял рядом с Лерой на командной террасе, наблюдая, как по голографическому пространству распускаются символы. Корабли 3 соперничающих коалиций хлынули внутрь, голодные и отчаянные, все привлеченные одной и той же легендой. Меч Аркуса. Власть всегда притягивала трусов раньше героев.
Пушки Валарана пробудили живые структуры, разворачивавшиеся словно гигантские цветы и выплескивающие потоки сосредоточенного света. Космос превратился в поле боя цвета, огня и обломков. Маркус ощутил старое спокойствие, тихую ясность, предшествующую насилию. Он скучал по этому чувству больше, чем признавал сам себе. Лира отдавала команды с острой точностью, голос ее оставался ровным, даже когда от ее решений зависели целые миры. Маркус наблюдал за ней и понял, она больше не та женщина с звездного восхода. Она стала сильнее, закаленной потерями и ответственностью. Когда она обернулась к нему, в ее глазах не было страха, лишь решимость. «Меч покоится под городом», — сказала она. «В глубоком архиве. Он пробудится, когда ты коснешься его. И, она замялась, он может убить тебя». Маркус кивнул. Честная сделка. Они спустились через город, пока дрожь прокатывалась по улицам. Граждане эвакуировались в дисциплинированной тишине, доверяя своим лидерам. Маркус следовал за Лерой по коридорам из кристалла и живого камня, пока не достигли зала старшего языка. Воздух вибрировал сдержанной силой. В центре стоял пьедестал с символами, которые больно было смотреть. Над ним парил меч. Это не был меч в привычном смысле. Это был свет, сложенный в форму, удерживаемую невозможной геометрией. Маркус почувствовал, как он тянет его, словно гравитация. Лира остановилась на пороге. «Я не могу идти дальше», — сказала она. «Это только твое». Маркус сделал шаг вперед, и воспоминания нахлынули на него. Дверь спасательной капсулы, Лира, кричащая его имя, жар, огонь, выбор. Меч вспыхнул ярче, реагируя на отголосок этой жертвы. Он протянул руку. Боль взорвалась в теле не физическая, а экзистенциальная, разрывая каждое сожаление, каждую смерть, каждое принятое им решение. Он видел пути, которыми не пошел, жизни, которые разрушил, людей, которых спас случайно. Меч требовал правды. Маркус не сопротивлялся. «Бери все», — прошептал он. «Я устал носить это один». Когда свет угас, он стоял измененным. Не сильнее, не непобедимым, но в согласии. Он понял, меч не оружие господства, а инструмент баланса. Он усиливал намерение, а не желание. Он мог уничтожить флоты или закончить войны, но только с равной ценой. Лира медленно вошла в зал, слезы блестели в ее глазах. «Ты жив», — сказала она тихо. «Едва», — ответил Маркус. Вражеский флот прорвался через внутреннее кольцо обороны спустя мгновение. Маркус и Лира стояли вместе на вершине самой высокой шпили, наблюдая, как армия спускается. Меч парил рядом с Маркусом, тихо гудя. Вражеские передачи хлынули, требования, угрозы, обещания. Маркус игнорировал их. Он сосредоточился на страхе, пульсирующем через поле боя. Страх был универсален. Он поднял меч и сделал выбор. Первая волна исчезла, не уничтожена, а перемещена, выброшена в космос на край известной реальности. Усилие повалило Маркуса на одно колено, кровь бежала из носа. Лира поймала его, поддерживая. «Ты не можешь так продолжать», — сказала она. Он слабо улыбнулся. «Смотри». Вторая волна колебалась, командиры паниковали, корабли отказывались стрелять, системы блокировались под влиянием меча. Маркус продвигался дальше, сжигая собственную жизненную силу, чтобы подпитывать поле. Он ощущал, как годы с него снимаются, воспоминания тускнеют, края размягчаются. Меч требовал платы. Он отдал ее добровольно. На третьей волне что-то изменилось. Огромный флагман прорвался из строя, заряжая оружие катастрофической энергии. Маркус понял намерение уничтожения. Он шагнул вперед, отойдя от Лиры. «Этот мой», — сказал он. Он поднял меч и вложил все в одно сосредоточенное действие. Он не уничтожил корабль. Он остановил его. Заморозил во времени,
подвесив между мгновениями, как памятник тщетности. Волна шока разлетелась наружу, заставив оставшиеся флоты отступить. Наступила тишина. Небо очистилось, звезды снова стали спокойными. Маркус рухнул. Лира опустилась рядом, держала его лицо. «Остаться со мной», — умоляла она. Он тихо рассмеялся. «Всегда требуешь невозможного». Зрение замутилось, мир потускнел. Меч медленно отошел, встраиваясь обратно в пьедестал, спящий, удовлетворенный. Он очнулся в тихой комнате, солнечный свет просачивался сквозь полупрозрачные стены. Лира спала рядом в кресле, доспехи сняты, лицо напряженное и уязвимое. Маркус попытался пошевелиться, боль вспыхнула. Она тут же шевельнулась, глаза встретились с его. «Идиот», — сказала она, голос дрожал. Он улыбнулся. Зато получилось. Валора стоит. Она наклонилась, приложив лоб к его. «Ты чуть не умер». «Чуть, моя специализация», — ответил он. Прошли дни. Сила возвращалась постепенно. Меч забрал многое, но не все. Он никогда больше не будет сражаться так, как прежде, но он был жив. Вселенная, однако, изменилась. Новости быстро разошлись о человеке, овладевшем древней силой и выбравшем милосердие вместо разрушения. Союзы сместились, враги пересмотрели позиции. Валора стала символом не страха, а сдержанности. Однажды вечером Маркус и Лира стояли, глядя на огни города. «Что теперь?» — спросил он. Она мягко улыбнулась. «Теперь мы восстанавливаем. Вместе». Он взял ее руку, ощущая то, чего не чувствовал годами, цель без насилия. Может быть, это и был конец, которого он заслужил. А может, всего лишь пауза перед следующей бурей. В любом случае он больше не убегал. Прошло 3 года с тех пор, как Маркус и Лира вернулись на Сирените. Маленькая планета теперь была спокойна, хаос войны сменили поле, реки и время от времени детский смех. Маркус построил ранчо с заботой, проектируя каждое здание с учетом как комфорта, так и защиты. Главный дом был большой, но уютный, укрепленный для безопасности, но наполненный светом и теплом. Лира и дети, Элла, Леа и Луна, перемещались по комнатам так, будто дом вырос вокруг них, их присутствие оживляло каждый уголок. Маркус часто наблюдал за ними с веранды, опершись на перила, наслаждаясь видом семьи без постоянного давления выживания на груди. Он ощущал вес меча Аркуса в его дремлющем состоянии, тихий гул под землей, напоминающий о ответственности даже в мире и спокойствии. Корнелиус, ласково прозванный Большой Корни, жил в гостевом доме. 8 футов живого бетона, способного к подавляющей силе, но мягкий с детьми и осторожный рядом с Лерой. Он оставался постоянным присутствием, не только как защитник, но и как немая часть семейной структуры. Маркус никогда не мог представить себе такую жизнь: семья, мир, дом. Понадобились десятилетия, чтобы понять, что значит перестать бежать и начать жить. Он гулял по полям, время от времени зовя близнецов, когда те карабкались по камням и тренировались с учебными мечами. Элла часто присоединялась к ним, наблюдала и обучала младших с точностью, которую Маркус высоко ценил. Она выросла острой и проницательной девочкой, ее глаза отражали как блеск Лиры, так и интенсивность Маркуса. Он вспомнил момент, когда понял, что она его дочь, долгие месяцы понимания, терпения и обучения, как быть больше, чем просто оружием. Раньше он был опасен, точен и смертоносен, а теперь учился другому мастерству, мастерству присутствия и защиты. Большой Корни корректировал захваты мечей, демонстрировал сдержанность и делился маленькими уроками юмора, которые никогда бы не признал важными. Близнецы часто испытывали его, Леа копировал каждое действие, Луна спорила с каждой инструкцией, оба неутомимы в своем любопытстве. Маркус тихо смеялся, вспоминая, как чуждой казалась эта нормальность в самые темные дни.
Некоторые утренние часы Лира присоединялась к нему на полях, тихо идя рядом, наблюдая, как он проверяет заборы и выполняет мелкий ремонт. Ее присутствие было спокойно, но внимательным, стабилизирующим в жизни, все еще отчасти под гнетом прошлого. Иногда он ловил ее взгляд, полный заботы или легкого веселья, маленькие улыбки напоминали ему, что он больше не один. Вместе они наблюдали, как растут их дети, отмечая прогресс и ошибки, радость и разочарование, пока сама планета, казалось, свидетельствовала их восстановление. Однажды утром Маркус заметил, что Луна с трудом поднимает тренировочный меч. Он подошел, аккуратно корректируя ее стойку и захват. Ее фиолетовые глаза на мгновение вспыхнули золотом от злости и решимости, и он сдержал смешок. Этот цвет в их крови, артефакт, оставался, напоминая о прошлых тяжестях, наследии, которые нельзя игнорировать. Элла уже начала вести дневник, тщательно фиксируя события, чередуя игривость и серьезность. Маркус наблюдал ее однажды днем, когда солнце отбрасывало длинные тени на поле, и она с юмором и проницательностью пересказывала события. Она описывала его как старого, Лиру как самого сильного человека на свете, точно и невинно. Даже Большой Корни появился на страницах ее дневника, молчаливый наблюдатель и случайный проказник, его образ преувеличен до комического. Маркус иногда тихо читал ее записи, размышляя о ее растущем понимании мира, опасности и любви. Он видел формирование узоров в ее разуме, смесь наследия, тренировки и наблюдения, формирующие ее в необыкновенного человека. Их жизнь была наполнена маленькими ритуалами. Маркус поджаривал блины по утрам в воскресенье, намеренно или нет, к удовольствию Лиры. Близнецы дрались за несуществующие стулья, создавая хаос в доме, который Маркус когда-то представлял тихим и упорядоченным. Большой Корни требовал кофе, его ритуал не нарушался даже без эффекта кофеина, это было поводом для юмора и привязанности. Шестиногие крупные хиксак-коровы бродили по полям, спотыкаясь, создавая постоянное развлечение и легкое раздражение. Маркус научился терпению, мягкому терпению, которое приходит не от тренировки, а от любви и ответственности. Ночи оставались рефлексивными, Маркус часто обходил периметр, проверял сенсоры и обеспечивал безопасность территории. Лира наблюдала за ним, читая рядом, тело ее расслаблено, но ум настороже, замечая малейшие признаки напряжения или усталости. Они не говорили много в эти часы, слова были лишними. Присутствия было достаточным. Меч Аркуса спал под их землей, постоянный гул под ногами, напоминая, что сила — это и дар, и груз. Маркус никогда не недооценивал его, и он учил Эллу и близнецов маленьким урокам ответственности, этики и смелости, не раскрывая всей опасности. Однажды вечером, когда солнце опускалось за горизонт, окрашивая поле в оранжевые и фиолетовые тона, Маркус и Лира стояли на веранде, слушая смех из дома. Дети ужинали, спорили и радовались маленьким победам, хаос, который делает дом живым. Маркус взял Лиру за руку, ощущая комфорт совместного опыта, тяжесть выживания сменялась легкостью принадлежности. Она прислонилась к нему, тихая и задумчивая. «Как долго?» — спросила она. «Как долго мы сможем их защищать?» Маркус не ответил сразу. Он сжал ее руку сильнее. «Столько, сколько потребуется». Оба знали, этот мир, временный, хрупкий перед жестокой волей Вселенной. Но на сегодня, в этот момент, этого было достаточно. Корнелиус вышел из гостевого дома, качая головой, бормоча о блинах и стульях. Он не понимал юмор, но участвовал, тихий столб в мире, который постепенно учился смеяться. Маркус усмехнулся, думая о том, как странной и совершенной стала жизнь. Война закончилась, директорат исчез, и галактика сместилась так, как они еще не полностью осознали. Но здесь, на Сирените, они вернули что-то ценное — время, семью и выбор. Элла, держа дневник, пронеслась мимо Маркуса, требуя внимания к своим новым наблюдениям, а близнецы следовали в хаотичном потоке энергии. Маркус наблюдал, ощущая редкую, чистую гордость. Лира прислонилась к нему, молчаливое взаимное признание. Вместе они были не просто выжившими. Они были семьей. Несовершенной,
хаотичной, но прочной. Маркус закрыл глаза на мгновение, вдыхая прохладный ночной воздух, ощущая свободу и связь, как никогда прежде. Меч может снова позвать, опасность придет, но сегодня Маркус, Лира, Элла, Леа, Луна и Корнелиус существовали в мире. Для человека, который десятилетиями был оружием, десятилетиями бежал, десятилетиями был один, это было откровением. Он повернулся к Лире, мягко улыбаясь. «Мы построили что-то, что стоит защищать», — сказал он. «Что-то, ради чего стоит жить». Она улыбнулась в ответ, мягкая, понимающая улыбка. Смех детей разнесся по полю, Хиксак-коровы снова споткнулись, а ночное небо горело бесчисленными звездами. Маркус смотрел на все это, ощущая полноту жизни, опасности и любви. Он выжил, сражался, и теперь учился медленному искусству присутствия. И на этот раз присутствие было достаточным. Впервые за десятилетия Маркус понял значение слова «дом». На следующее утро Маркус проснулся рано, солнечный свет растекался по зеленым полям, словно обещание. Воздух пах травой, цветами и легким дымком подгоревших блинов. Элла уже была на ногах несколько часов, ведя дневник на холме за домом, ее темные глаза отражали рассвет. Маркус наблюдал за ней с веранды, отмечая маленькие человеческие ритуалы, которые теперь составляли их необычную жизнь. Он слышал близнецов Леа и Луну, спорящих по какому-то пустяку внутри дома, их голоса поднимались и опускались в ритме семейной жизни. Большой Корни топал по кухне, требуя кофе и комментируя все, от приготовления завтрака до поведения Хиксак-коров. Маркус тихо улыбался, ощущая тепло в груди, которое никогда прежде не знал. Лира появилась рядом, скрестив руки, наблюдая за хаосом с легкой улыбкой. Мягкий утренний свет играл на ее синей коже, а волосы слегка розовели на солнце. Маркус взял ее за руку, сжимая нежно. Артефакт оставался тихим, лежа под их землей, как спящий гигант. Они оба знали, когда-нибудь его сила снова позовет. Но пока нужно было поджарить блины, угомонить детей и наслаждаться жизнью. Завтрак был хаотичным, близнецы кидались едой друг в друга, а Элла пыталась поддерживать порядок, дневник прижимая к одной руке. Маркус внимательно следил за происходящим, вмешиваясь при необходимости, чтобы предотвратить катастрофу, но в основном наслаждался шумом. Большой Корни двигался по комнате, словно шторм, разнимая детей своими огромными руками, ворча о манерах и терпении. Хиксак-коровы бродили рядом, спотыкаясь, иногда задевая стол, создавая дополнительный хаос. Маркус тихо смеялся, качая головой. В этом хаосе он видел мир, безопасность и семью. Лира подавала блины с легкой улыбкой, украдывая кусочки с тарелки Маркуса и бормоча про подгоревшие края. Близнецы визжали от удовольствия при каждой мелкой несправедливости, каждом украденном кусочке, а Маркус наблюдал, обучаясь терпению и радости в обыденном. Большой Корни ворчал, но тайно улыбался выходкам детей, его бетонные черты смягчались, когда никто не смотрел. Элла наконец села, положив дневник на стол, пересказывая уроки, наблюдения и маленькие победы вчерашнего дня в своем неповторимом стиле. Маркус слушал с гордостью, тихо удивляясь ее росту, взгляду на мир и пониманию как человеческой, так и валарской жизни. После завтрака Маркус пошел с детьми на поле, показывая техники, помогая оттачивать движения и время от времени мягко предупреждая о безопасности. Он удивлялся, как естественно они учились, Леа зеркально повторял его движения, а Луна с пламенной решимостью оспаривала инструкции. Элла корректировала обоих, утверждая свое старшинство, учитель и наблюдатель в одном лице. Маркус был поражен, насколько жизнь стала иной, как обязанности могут быть радостью, а не угрозой. Он вспоминал бесчисленные миссии, холодную эффективность, бесконечные тренировки и дисциплину, и сопоставлял это с этой жизнью смеха, обучения и любви. Мелкие моменты напряжения все еще всплывали, маленькие напоминания о прошлом. Маркус внимательно следил за периметром, проверял сенсоры и обсуждал аварийные протоколы с Лерой.
Тихое присутствие артефакта постоянно напоминало, что мир за пределами Серенити все еще полон опасности, но Маркус больше не был одиноким агентом, у него были союзники, семья и цель, превышающая выживание. В тот день днем Маркус и Лира отвели близнецов в стойло, показывая, как ухаживать за хиксак-коровами, обучая терпению и уважению к живым существам. Элла шла за ними с дневником, тщательно фиксируя каждый урок. Большой Корни следовал молча, наблюдая, время от времени корректируя движение, огромные руки осторожно, чтобы не раздавить и не навредить. Маркус наблюдал, ощущая спокойствие, которого не знал с детства. Он видел отголоски своей прошлой жизни, дисциплину, эффективность, но теперь они были смягчены теплом, терпением и любовью. Солнце начало клониться к горизонту, окрашивая небо в оранжевые, розовые и пурпурные оттенки. Маркус, Лира и дети сидели на веранде, уставшие, но довольные, наблюдая, как хиксак-коровы возвращаются в стойло. Большой Корни прислонился к перилам, ворча про глупость шестиногих существ, но тайно улыбаясь их выходкам. Маркус размышлял о пути, который привел их сюда: инцидент с Фениксом, 8-летняя разлука, битвы с директоратом пепельной чистоты, наконец, возвращение в место, которое стало их собственным. Он научился сражаться, выживать, вести за собой, а теперь учился любить, обучать и защищать, не позволяя страху управлять каждым моментом. Наступил вечер, и семья собралась в главном доме на ужин. Маркус сидел тихо, наслаждаясь детскими разговорами, мягким смехом Лиры и даже ворчанием Большого Корни. Близнецы спорили за стулья, Элла исправляла мелкие детали, и Маркус заметил, что улыбается больше, чем за последние десятилетия. Позже, когда ночь опустилась, Маркус обходил периметр, проверял сенсоры и наблюдал тихие звезды над головой. Меч Аркуса оставался внизу, и его присутствие было тихим напоминанием о ответственности и силе. Он размышлял о будущем, придут новые вызовы, появятся угрозы, но Маркус больше не был один. Рука Лиры нашла его в темноте, мягко сжала. Они стояли вместе, глядя на бесконечное небо, чувствуя себя маленькими, но полными. Смех детей доносился из дома, и Маркус позволил себе редкое чувство спокойствия. Он пережил войны, выжил после засад и сталкивался со смертью бесчисленное количество раз. Но стоя здесь, на тихой планете с семьей, он наконец понял смысл жизни за пределами выживания. Артефакт может снова позвать, опасность может возникнуть, но сейчас они были в безопасности, вместе и сильны. Маркус тихо улыбнулся, повернувшись к Лире. «Мы дома», — прошептал он. Она кивнула, прислонившись к нему, глаза светились эмоциями. Звезды мерцали над головой, молчаливые свидетели семьи, закаленные трудностями, любовью и стойкостью. Маркус знал, что придет день, когда ответственность снова позовет, когда сила меча пробудится и Вселенная потребует внимания. Но этой ночью они жили в мире. Он думал об Элле, почти 11-летней, ведущей дневник и учась, о Лео и Луне, хаотичных и энергичных, о Большом Корне, верном и стойком, и о Лире, терпеливой и решительной. Вместе они были полны, несовершенная, но сильная семья. Маркус глубоко вздохнул, ощущая жизнь, любовь и ответственность, как мантию, которую он больше не боялся. В тишине ночи, под звездами Серенити, он позволил себе просто быть отцом, партнером, защитником и выжившим. Дом за спиной светился теплым светом, наполненный смехом и обещанием завтра. Он знал, трудности будут, но он готов. Впервые за 30 лет Маркус был дома. Записи Эллы в дневнике, смех близнецов и присутствие Большого Корня напоминали ему, что семья строится не в минуты спокойствия, а через стойкую любовь, совместную ответственность и бесчисленные мелкие заботы. Маркус снова посмотрел на звезды, думая о миссиях, битвах, жертвах и, наконец, о жизни, которую он вновь обрел. Серенити было больше, чем просто место, это был символ всего, за что он боролся, всего, что пережил и всего, что теперь имел. Лира прислонилась к нему, тихо шепча: «Спокойной ночи, Маркус». Он кивнул, тяжесть десятилетий наконец спала с плеч. Вместе они вошли в дом, теплый свет встречи приветствовал их. Дети побежали вперед, смех их эхом разносился по коридорам.
Большой Корни следовал за ними, ворча, но улыбаясь. Маркус снова улыбнулся, на этот раз для себя, для семьи, для жизни, которую он, наконец, заслужил. Впервые он по-настоящему понял: счастье, хаос, любовь и ответственность могут сосуществовать. Серенити было их, и они были готовы к любым испытаниям. Вселенная могла быть опасна, но дом был здесь, несовершенный, живой и безмерно их. Маркус, наконец, закрыл глаза, окруженный семьей, смехом и миром, зная, что после 30 лет конфликтов он добрался до цели. Он выжил, сражался, любил и, наконец, принадлежал. Спасибо, что слушали The World of Science Fiction. Если вам понравилась история, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До следующего раза смотрите на звезды и помните, даже в самых отдаленных галактиках именно семья делает нас людьми.